Здравствуйте! Вы на канале «Синие крылья». В этом видео я расскажу о том, как мой попугай-монах Киви улетел на волю и провел в диких условиях белорусских лесов 40 часов, прежде чем мы его нашли и сняли с дерева. У предыдущих хозяев улетал и самец-арбузик. Поэтому, какими бы вы ни были ответственными владельцами, не думайте, что с вами и вашей птицей такого произойти просто не может. На самом деле я тоже так думала. Тем летом перед переездом нашей семьи на дачу я задумалась о том, что нужно на всякий случай узнать, что делать, если попугай улетит, и прочитала статьи на эту тему, а также посмотрела видео. И я очень благодарна авторам, которые описали, что может произойти и как себя вести, чтобы этот триллер быстрее закончился. Потому что в тот момент, когда твоя любимая птичка улетает из дома, даже у очень эмоционально устойчивых людей начинается паника. И в те минуты, когда необходимо срочно действовать, вы растеряетесь, будете подавлены и можете потерять драгоценное время, когда ваш попугай летает рядом с домом. Поэтому я рекомендую досмотреть это видео до конца, даже если сейчас вы сидите в кресле, укутавшись пледом, а ваш попугай спокойно занимается рядом своими делами. Перед переездом всей моей семьи на дачу на все лето мы с мужем сделали мини-вольер для птицы, чтобы в хорошую погоду была возможность выносить ее на улицу на солнышко. К тому же вольер по размеру получился в 4 раза больше, чем клетка. В день переезда погода была хорошая, и попугай провел несколько часов в вольере. Вечером я открыла дверь вольера, чтобы забрать птицу в дом, но пока я протягивала одну руку, чтобы взять Киви, а второй рукой придерживала дверь вольера, птица прыгнула на плечо, а с плеча моментально полетела. Пролетела несколько кругов высоко над головой и села на высокое дерево. В это время во дворе находились 4 человека – я, муж и 2 детей. Попугая на дереве разглядел только муж. Я звала птицу, она откликалась. Перелетала с березы на березу, которые находились на нашем участке. Дети вынесли стул, на него поставили клетку попугая, открыли боковые двери и верх клетки. Муж смотрел за попугаем, я продолжала звать Киви, птица откликалась. Все это продолжалось минут 10, после чего Киви вылетела за пределы участка, огороженного забором и высокими кустарниками. Муж увидел направление, куда попугай полетел. Дача находилась на хуторе, вплотную с одной стороны примыкая к лесу, который граничил с полем с высаженной на нем пшеницей. Деревня находилась за полем на расстоянии около 500 метров. Пока мы выбежали за пределы участка к лесу, прошло еще какое-то время. Попугая искали еще час, пока окончательно не стемнело. Все это время птица уже не отзывалась. Клетку попугая оставили во дворе на все дни и ночи поисков. На следующий день положила на клетку телефон и включила свист, который Киви учила. Этим свистом я с попугаем много раз перекликалась дома, причем находясь с ним как в одной комнате, так и из разных концов квартиры. Я всегда отзывалась, если попугай произносил этот свист. Когда я произносила этот свист, она точно так же повторяла в ответ. Я отправилась искать птицу в лес, почему-то думала, что Киви захочет спрятаться в глубине леса. Все время поисков свистела нашу мелодию, делая паузы, чтобы услышать ответ. Но в ответ слышала только несмолкаемые трели лесных птиц и зловещее, как мне казалось, карканье стаи ворон, которые то кружили над лесом, то выясняли отношения между собой. Глядя на их разборки, я думала о том, что станет с моим небольшим квакером, когда вороны ее обнаружат. Эта мысль, с одной стороны, меня опустошала, но с другой стороны двигала продолжать поиски. В этот день я попугая так и не нашла. Птица не отзывалась и на участок клетки не вернулась. Вообще же в моей семье наблюдались упаднические настроения, пожалуй, надежда найти попугая в лесу была только у меня. Никто не произносил вслух, что попугай, наверное, уже погиб. Но от этих мыслей в нашем доме установилась гнетущая тишина. На следующее утро я продолжила поиски. Взяла с собой пакет с кормом, кормушку и на этот раз искала не в глубине леса, а пошла по полю, которое с лесом граничило, в том направлении, куда изначально улетела птица. Телефон с записанной мелодией взяла с собой, поскольку часами свистеть и звать попугая очень тяжело. Так я прошла около километра, то свистела сама, то включала диктофон. Поле закончилось и появилась деревня справа, а слева продолжался лес. В первом доме на улице были люди, и я спросила, не видели ли они попугая. Ответили, что нет. И я пошла ко второму дому, продолжая громко свистеть и звать попугая по имени.
В 30 метрах от первого дома над головой мгновенно пролетел мой попугай с громким криком. В это время я только успела подумать, как же красивы попугаи-монахи на фоне голубого неба, когда они пролетают над головою и видны их синие крылья и хвосты. Не успела я насладиться этим зрелищем, как попугай снова исчез. Но Киви начала отзываться на свист, и я поняла, что она снова приземлилась на березу. Но так ее и не увидела среди листвы, настолько она сливалась. И только перекличка с попугаем помогала понять, что птица все еще рядом. Попытки держать в руках кормушку и звать попугая поесть не увенчались успехом. Я вспомнила, что попугаи могут спуститься с дерева на свою клетку. Муж привез клетку, мы поставили ее вплотную к дереву и звали попугая. В ответ слышали только свист, попугай не спускался. Когда я Киви искала, я была уверена, что она спустится на руки, потому что она нам досталась ручным выкормышем. И я рассчитывала, что голод и шоковое состояние заставят ее прилететь к нам. Но нет. Но квакер не был бы квакером, если бы позволял всем подряд трогать свою клетку. Как только мы с мужем перестали звать птицу и принялись увлеченно перебирать ее игрушки, делая вид, что мы с ними играем, то характерный для квакеров инстинкт защиты своего дома пересилил ее страх спуститься с высоты вниз, и через несколько секунд Киви прилетела на клетку. Дрожащими руками схватив попугая и закинув клетку в багажник, мы поехали домой, так и не показав пойманного попугая местным жителям, которые собрались понаблюдать за происходящим. Остаток дня Киви просидела на кормушке, на ней же ела, на ней же и спала. Такое поведение характерно для болеющих птиц. При этом помет у Киви был ярко-зеленый и жидкий. Видимо, питалась она только веточным кормом. На следующее утро попугай полностью восстановился, а с ним расцвел и наш дом. Я думаю, что попугай ничем не заразился, поскольку за 3 дня до переезда на дачу я обработала его спреем Frontline от паразитов. Я уверена, что птица не спускалась на землю все это время, а также не подавала голос, что и спасло ее от контактов с другими птицами, голоса которых попугая не шокировали, потому что дома я включала ему пение лесных птиц, чтобы научить его красивым трелям. Поэтому вечернее плохое самочувствие было вызвано стрессом от дезориентации и физической усталости. И на следующее утро Киви полностью восстановилась после того, как хорошенько наелась и выспалась. Все лето Киви провела в вольере, наслаждаясь солнечными лучами. Никаких происшествий больше не было. Со слов предыдущих владельцев, арбуз у них на даче также улетел. Сел на дерево, они его позвали, и он к ним спустился почти сразу. Точно так же, как и арбуз, повел себя в такой же ситуации и волнистый попугай, который жил у меня в детстве. В следующем видео я подробно расскажу о том, что делать, если ваш попугай улетел. Если это видео было для вас полезным и интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Синие крылья». Спасибо за просмотр.